Сегодня мы готовим хлеб из белой пшеничной муки высшего сорта. Будем формовать его в виде батонов. Количество ингредиентов хватает на 4 батона. Общий выход кило 400. Батон получается мелкопористый, красивой структуры. Выглядит он вот так в середине. Вы видите, ничем от магазинного не отличается, даже лучше. Вот именно такой цели мы будем добиваться сегодня. Для этого нам понадобится Начинаем приготовление теста с того, что просеиваем муку. Это необходимо, чтобы обогатить муку кислородом, чтобы тесто получилось мягким, воздушным и легким. Мы просеяли 6,5 стаканов муки. Мука вся разная, у какой-то клейковины больше, у какой-то меньше. Поэтому мы сначала берем и отсыпаем половинку стакана муки, который у нас будет использоваться потом по мере необходимости для определенной плотности теста. Мы их убрали. И дальше насыпаем все сухие продукты в образовавшееся углубление. Дрожжи, сахар, соль. Все это перемешиваем. Опытным путем пришла к тому, что удобнее дрожжи перемешать с мукой, а затем уже заливать воду и масло. Так дрожжи распределяются более равномерно, быстрее расходятся и не получается таких комочков, которые потом сложно разбить и долго приходится вымешивать тесто. Мы перемешали все сухие продукты в миске. Теперь мы сделали такое красивое углубление. Это у нас для всего, что будет мокрое. Сначала мы наберем с вами масло. Я использую подсолнечно-оливковое, вы можете использовать любое, какое вам нравится. Домашнее масло или еще какое-то. Нам нужно 6 столовых ложек. Некоторые хозяйки жалуются, что хлеб у них крошится. После того, как он приготовлен, он очень много крошек, когда его режешь, и очень трудно намазать батон. Выход из этого положения есть, надо добавлять больше масла. Теперь мы выливаем сюда же воду. Воду я использую обычную, питьевую, не кипяченую. Используйте ту воду, которую вы обычно используете для приготовления пищи. Теперь мы все это аккуратно размешиваем. Сначала такая болтушка будет. Все это мы вымешиваем поначалу ложкой, затем будем вымешивать руками. Вот у нас получается такая масса с прожилочками влажного теста, где-то больше муки, где-то больше влаги. Для того, чтобы взяться руками за такое тесто, мы немножечко добавим муки, просто чтобы к рукам не прилипало. Хлебное тесто требует вымеса в течение 20 минут вручную. То есть получается, сейчас мы возьмемся руками за хлебное тесто и будем 20 минут его вымешивать. Для чего это необходимо? Клейковина муки, которая там сейчас начинает потихонечку набухать, она впитывает тепло ваших рук, ваши ладони. И хлебное тесто становится по-настоящему полезным именно благодаря долгому замесу. Булочки, пирожки можно вымешивать намного быстрее. Они не требуют такой тщательности. Хлебное же тесто требует, чтобы оно было гладким, эластичным. Этого можно достичь только благодаря тому, что мы вымешиваем его долго. По мере того, как тесто прилипает к вашим рукам, вы можете понемножку обогащать его сухой мукой. Тогда влага будет впитываться. Наша задача сделать такое упругое, достаточно суховатое тесто. Вот смотрите, здесь у меня сейчас практически вся мука вобралась в тесто. Но оно прилипает к рукам, этого быть не должно. Поэтому мы понемножечку добавляем муки. Если у вас получается крутоватое тесто, это значит, что у вас мука более сильная, там больше клейковины. Тогда вы можете добавить чайную или столовую ложку воды и аккуратно все это размешать, вымесить.
Если же тесто более жидкое, чем у меня получается, тогда вы просто добавляете немножко больше муки. Вот, например, видите, здесь у меня влага, здесь у меня более сухое. Вот оно должно стать полностью равномерным, без всяких грубых комочков, аккуратным. Некоторым хозяюшкам сложно вымешивать тесто из-за того, что проблема с руками. В таком случае вы вот слегка так обмяли тесто, вымесили его, накрыли пленочкой и оставили на 5-10 минут. Когда вы подойдете к нему через 5-10 минут, оно станет более мягким и вам легче будет с ним работать. Еще есть способ, тесто можно напугать. Для этого мы его берем, поднимаем и сильно бьем об стол. Смотрите, что происходит. Тесто у меня вроде бы оно уже хорошее, но вот здесь мы видим такие складочки. Что надо делать? Надо продолжать его вымешивать, чтобы воздух, попадая на муку, на тесто, чтобы он его обогащал. И вот смотрите, что происходит. Здесь у нас помятости, здесь мы обминаем, и тесто более гладенькое. Вот наша цель, чтобы оно все целиком стало таким же гладеньким. Вот поэтому необходимо столько времени вымешивать хлеб. Видите, как меняется его структура? Оно становится все более гладеньким, таким мягеньким. Вот такое вот тесто получается у нас в итоге. Оно очень мягкое. Вот, смотрите, как оно так красиво перекатывается в ладонях. Оно гладенькое, видите, нет вот этих шероховатостей, с которыми мы боролись. И вот такое вот тесто готово к тому, чтобы мы его отставляли на подъем. Разрезаю на две части, потому что у нас много муки здесь. Выход теста у нас большой. В итоге должно получиться около 400 кг готового хлеба всего. Вот эти части соединяю срезы между собой. Аккуратненько это все подгибаю под низ и выкладываю в кулек. Завязываю так, чтобы оставалось место для подъема теста. Только сверху. И чтобы не было доступа воздуха, потому что тесто будет черстветь от воздуха. Покрываться корочкой. Лишний воздух можно отсюда выжать. То же самое делаем со вторым кусочком. Тесто приготовлено. Теперь мы ставим его в теплое место при комнатной температуре на подъем. Желательно, чтобы не было сквозняков. Можно ставить тесто от 1,5 часов до 6 часов на расстойку. Чем дольше выстаивается тесто на расстойке, тем оно получается вкуснее. Прошло 1,5 часа. Тесто поднялось вот настолько. Мы делаем обминку. Я делаю это прямо сквозь кулек. Это очень быстро, удобно, руки не пачкаются. Сильно не давите, чтобы кулек не порвать. Видим разницу, да? Это еще не обмятое, это уже обмяли. Делаем то же самое со вторым кусочком. Вот так мы обмяли тесто. И снова ставим на подъем. После первой обминки прошло еще 2,5 часа. Вот так вот хорошо поднялось у нас тесто. Тесто мягкое, воздушное. Мы его будем обминать вот такими легкими движениями, придавливая. Выпускаем из него воздух. На слегка подпыленной мукой стол. Выкладываем тесто из кулька. Видите, оно легко отлипает от кулька, без всяких проблем. И снова обминаем. Выпускаем лишний воздух. Сейчас будем его разрезать. Стараемся резать пополам, поровну. Из каждой части отдельно будем формовать батоны. Можно делать это при помощи скалки. Я предпочитаю это делать руками.
Из такого прямоугольника формуем батон. Как это делаем? Мы заворачиваем рулетиком, слегка поднатягивая, чтобы у нас была такая более плотная структура. Сначала перевернем, чтобы все заломы шероховатости оказались внутри, а не снаружи. Теперь формуем сам батончик. Стараемся, чтобы по всей ширине у нас все было аккуратно. Защипываем краешек. Если где-то образуются помятости, во время подъема они все разгладятся. Можете не бояться. Главное, чтобы он был равномерным. Вот такой красавчик у нас получился. Маленький совсем. Лишний воздух мы с него выколачиваем легкими движениями. И вот такого можно его уже ставить на противень. Противень предварительно смазываем маслом. С помощью пальцев. На пальцы набираю немножечко масла. И те места, где будут выкладываться батончики, у нас их будет 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Эти места мы смазываем слегка маслом. Весь лист мазать не нужно, потому что будет масло гореть там, где нет теста. И потом его сложно отмывать. Смазываем только там, где будут батоны. Делаем косые надрезы. Не очень глубокие. Теперь можно поставить на расстойку в духовку на 35 градусов. У меня электродуховка, она дает такую возможность. Если у вас газовая духовка, вы можете просто вот так накрыть полотенцем и поставить в теплое место где-то приблизительно на час. А в духовке он поднимется быстрее, он поднимется минут за 40. Поднявшиеся батоны мы смазываем водичкой. Ставим в духовку на 200 градусов, предварительно заметив время, чтобы у нас прошло 30 минут. Через 30 минут посмотреть нужно. Если зарумянились, хорошо все, тогда мы духовку делаем тише. Ставим на 180 градусов и допекаем еще 15 минут. Испекся наш хлеб. Мы смазываем его водой, чтобы корочка была мягче. Я его оставляю остывать на противне, накрыв полотенцем. Так он меньше крошится, когда режешь, и остывает немножечко дольше, чем обычно. За счет этого становится более зрелым, более вкусным.